Виктор, 60-летний мужчина, пережил ужасную утрату, когда его сын и невестка погибли в автокатастрофе. Это стало для него настоящим испытанием, и он долгое время не мог прийти в себя после этой трагедии. В его сердце осталась огромная пустота, которую ничто не могло заполнить. Однако в его жизни появился свет, его внучка Анастасия, которая стала для него не только родной душой, но и источником радости и надежды. Анастасия была яркой, жизнерадостной девушкой, которая умела находить радость в мелочах. Виктор воспитывал ее как родную дочь, и их связь была очень крепкой. Несмотря на все трудности, с которыми им приходилось сталкиваться, они всегда поддерживали друг друга. Каждый вечер они проводили время вместе, играя в настольные игры, смотря старые фильмы и делясь историями о жизни. Эти моменты стали для них настоящей отдушиной, позволяя забыть о горечи утраты хотя бы на время. Однажды, во время прогулки в парке, Анастасия заметила маленького щенка, который заблудился и выглядел очень испуганным. Щенок дрожал от страха и холода, и Анастасия, не раздумывая, решила его спасти. Она взяла его на руки, и с этого момента их жизнь изменилась. Щенка назвали Рокки, и он быстро стал неотъемлемой частью их семьи, принося радость и смех в их дом. Рокки был игривым и любознательным, он всегда находил способ развеселить Виктора, заставляя его забывать о печали. Однако однажды, к большому горю Виктора, Анастасия попала в аварию. Он получил звонок из больницы, который навсегда изменил его жизнь. В тот момент, когда он услышал о трагедии, его сердце разорвалось на части. Он не мог поверить, что снова потерял кого-то, кто был для него так дорог. Анастасия трагически погибла, и Виктор и Рокки были потрясены этой ужасной новостью. Они погрузились в глубокую скорбь, и дом снова наполнился тишиной и печалью. На похоронах, когда гроб закрывали, Рокки внезапно начал лаять, словно чувствуя, что что-то не так. Это привлекло внимание всех присутствующих, и Виктор, не в силах сдержать свою тревогу, открыл гроб. Он не мог поверить своим глазам, когда увидел, что Анастасия жива. Врачи ошиблись в диагнозе, и она находилась в состоянии комы. Это стало настоящим чудом для Виктора, который не мог сдержать слез радости. Он обнял Анастасию, и в этот момент Рокки, как будто понимая важность момента, встал рядом, лизнув ее руку. После этого события жизнь Виктора и Анастасии начала меняться. Анастасия постепенно приходила в себя, и Виктор не оставлял ее ни на минуту. Он проводил с ней каждую свободную минуту, рассказывая о том, как сильно он ее любит и как рад, что она вернулась. Рокки стал их верным спутником, всегда рядом, когда они нуждались в поддержке. Он помогал всем справиться с горем и радостью, стал настоящим членом их семьи. История Виктора, Анастасии и Рокки учит важности любви, верности и надежды. Она показывает, что даже в самые темные времена можно найти свет, и что семья — это не только кровные узы, но и те, кто готов поддержать и любить нас, несмотря ни на что. Виктор понял, что жизнь продолжается, и он будет делать все возможное, чтобы сделать Анастасию счастливой, как она делала это для него. С каждым днем они становились все ближе, и вместе с Рокки они начали новую главу своей жизни, полную надежды, любви и новых приключений. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.